Друзья, в этом мастер-классе я хочу вам показать, как мы работаем с мини-набором, не микро, мини-набор по макам. У меня есть, как видите, и микронабор, но о нем чуть-чуть попозже. И еще хочу сделать акцент на том, что на моей страничке в Инстаграме выходят сокращенные версии мастер-классов и в том числе по работе с такими вайнерами и наборами. И эти мастер-классы не дублируются в YouTube, поэтому я сейчас оставлю ссылочку внизу в описании под видео. Переходите, подписывайтесь и смотрите новые уроки немножечко в другом формате. Итак, в этом мастер-классе мы будем работать с вами с набором от Kima for Art, это маки, и мы будем с вами делать брошь. Я покажу, как работать с этим набором, в какой технике и как получить в итоге красивое изделие. Для начала мы с вами сделаем переход цвета от красного к оранжевому. Здесь, в принципе, кто давно смотрит мои уроки, тот знает, что мы здесь по аналогии делаем прямоугольнички одинаковые по толщине и по высоте. Ширина может быть разная, красного здесь у нас чуть-чуть больше, чем оранжевого. Дальше прямоугольники мы разрезаем по диагонали и совмещаем их, укладываем в такой в единый пласт. И дальше мы делаем переход цвета. Кто скалкой, кто с помощью пастомашины. Внизу в описании я оставлю ссылочку на то, как правильно сделать пласт с переходом цвета. И не буду особо много уделять времени в этом мастер-классе, потому что тогда он у нас затянется. Кто этот процесс не знает, ссылочку найдете внизу, переходите и подробно смотрите урок. Итак, сделала пласт переходом цвета и раскатала его на толщине всего в 1 мм. Дальше я беру катер лепестка, средний в этом наборе идет, и вырезаю 4 заготовки лепестков среднего размера. Вырезаю как раз из пласта в месте перехода, чтобы у нас и красный, и оранжевый присутствовал в лепестках. Дальше укладываю лепесточки на ладошку и немножко дорабатываю их стеком. Я всегда дорабатываю стеком для того, чтобы край утончить и наши лепестки, наш цветок выглядел натурально, естественно. Дальше делаем закладку вайнер и делаем отпечаток фактуры на лепестках. Собирать все будем на проволочке. Проволочка флористическая, 0,8 мм диаметром, гладкая у меня крашеная. И с одной стороны проволочки я делаю небольшую такую намотку из проволоки с помощью круглогубцев, для того, чтобы эта проволока у нас держала черную пластику. Вы сейчас видите, что черной пластикой небольшим количеством я обклеиваю вот это вот нагромождение проволочки и делаю такую закладку, чтобы поместилась у меня в вайнер, где у нас идет сердцевина цветка. Я ее буду делать черного цвета. И смотрите, как здесь здорово сделано. Есть специальное отверстие, куда мы выводим проволочку. То есть мы сразу можем формировать цветок на проволоке. Не вживлять потом в проволоку и не деформировать все то, что мы слепили. Теперь я беру черные искусственные тычинки, нарезаю их, делаю коротенькие. Дальше беру пластику черного цвета, максимально тонко ее раскатываю, делаю такую ровную полоску, ровный срез сверху и начинаю вот на эту черную подложку укладывать и прям вживлять, вдавливать нарезанные тычинки максимально плотно друг к другу. Дальше промазываю жидкой пластикой места соединения тычинок с черной глиной. Чуть-чуть промазала, срезала все лишнее. Оставляю небольшой такой зазорчик внизу в 2 мм для того, чтобы вот сейчас поддеть вот так лезвием и сделать складочку, то есть запечатать нижнее основание тычинок. И обязательно еще стеком прохожусь по поверхности черной пластики, прям вдавливаю пластику и в жидкую глину, и в нижнюю подложку, и тычинки у нас тогда будут надежно запечатанные. Дальше мы их подрезаем, снимаем с рабочей поверхности и аккуратненько за эту черную тоненькую ленту мы оборачиваем тычинки вокруг нашего основания, то есть сердцевина цветка. Делайте тычинки таким образом, чтобы у вас вот эта метелка из тычинок была достаточно пушистой и объемной, как у настоящего мака. Можно даже в 2 ряда сделать тычинки. Вот так выглядит наша сердцевина. И нам нужно перед тем, как мы будем прикреплять лепестки, придать им изгиб, это сделать можно с помощью стека с шариком, и даже внизу я еще немножечко вытягиваю, видите, каждый лепесток, чтобы можно было его присоединить как раз под сердцевинкой. Теперь укладываем лепестки мака, они укладываются по 2 в каждом ряду друг напротив друга. Когда я уложила 4 лепестка,
Вообще у мака в природе идет 4 лепестка. Мне показалось, что лепестки достаточно маленькие, коротенькие по сравнению с тычинками. Тычинки немножечко даже возвышались над лепестками. И какой-то такой, знаете, куцый, голый цветок получился. Поэтому я взяла катер побольше диаметром. И из того же пласта с переходом цвета я вырезала заготовки лепестков чуть-чуть покрупнее. Опять же придала им фактуру, внизу придала изгиб и сделала 3 таких лепестка. И 3 лепестками на равном расстоянии друг от друга я еще делаю нижний ряд. Именно 3. 4 мне показалось много, 2 мало. А 3 мы как раз нижний ряд перекрыли, и достаточно так неплохо выглядел самый крупный цветок мака. Вы можете сделать еще один цветочек мака поменьше, вы уже тогда делаете сердцевинку меньше, и тычинки тогда не так высоко поднимайте, как я подняла в крупном цветке. Все заготовки для бутонов, для отцвевших коробочек мы делаем на проволочках. Сейчас, смотрите, я беру зеленую пластику, из которой у меня будут бутоны, и формирую бутон. Предварительно я опять же проволочку тонкогубцами сложила с одного конца несколько витков, несколько оборотов сделала, прижала это для того, чтобы эта проволока держала у нас пластику. Пластика зеленая забивается в углубление между проволочками и надежно там держится. Потом взяла вайнер, где у нас идут и сердцевинки, и коробочки, и там же есть еще ответвление для бутона. И зелененькие бутончики делаю. Я их сделала в количестве 2 бутона на брошку, 2 цветка, один крупный, один маленький получился. И решила еще из пластики такого песочного цвета сделать отцвевшую головку мака. Это все вы найдете 3 разных варианта: сердцевина, отцвевшая коробочка и бутон в маленьком вайнере. Где у нас есть отверстия, видите, для проволочек. Очень продуманные вайнеры, здорово помогают, и не нужно ломать голову, как потом вживить эту проволоку в центр ваших цветов. Прижимаю все хорошенько, прям видите, проминаю со всех сторон. Лишняя пластика, как правило, выходит внизу под готовым элементом. И тогда вам просто ее нужно будет стянуть вниз, либо подрезать ее лезвием, убрать, если она вам там не нужна. И где-то, если сверху так чуть вылезла у меня в шовчик пластика, я это все подрезаю и устраняю с помощью ножниц, либо скальпеля. Где-то какие-то дефекты есть. Все это подмазываем, подделываем. Пластика свежая, это все легко сделать. Так, сейчас я беру глину зеленого цвета, тонко раскатанную. Если работаем с вайнерами, всегда тонко раскатываем глину, максимально тонко, как вам позволяет пастомашина. Прорезаю заготовки для листочков, катеры четко прорезают. И дальше мы просто ищем углубления, идентичные нашим листочкам в вайнере, и укладываем заготовки листочков в силиконовую форму, прижимаем второй половинкой, делаем отпечаток, и смотрите, какие листочки у нас получаются красивые. Я сделала 3 крупных листика, и листиков маленьких вам нужно будет штучки 4 сделать, потому что мы еще изнанку будем ими оформлять. И для того, чтобы листочки чуть-чуть у нас выделялись, края я решила нежно-розовой пастелькой оформить. Можно белой, можно темно-зеленой, можно красной. Я поставила запекать заготовки цветов, отцвевших коробочек и бутонов, выдержала полный цикл, и после запекания я стала оформлять ножки с помощью зеленой пластики, точно такой же, из которой мы лепили листочки. Единственное, на коробочке подсохшей я буду использовать пластику точно такого же цвета, как сама коробочка. Дальше мы вытягиваем и обкатываем проволочку этой зеленой пластикой, стараемся ее утончить. И еще проволочка у нас была длинная, и приблизительно ориентируйтесь на длину броши, чтобы вместе с цветком длина проволоки составляла где-то 5 сантиметров. Какие-то проволочки будут поменьше, допустим, у бутонов мы будем чуть ниже опускать. То есть цветы у нас будут как самый верхний ярус, а листики, бутоны, коробочки не будут опускаться ниже. В коробочке я использую, видите, пластику точно такого же цвета. Обязательно смазываю границу, где у меня добавочная пластика присоединяется к запеченной. И когда вы смажете эту границу, приклеите в верхней части пластик, вам легко будет ее потом выкатывать по ножке. Цветочки у меня пока лежат, и я решила
с крупных листиков начинать сборку. 2 листочка присоединила, один чуть выше, другой чуть ниже, то есть со смещением вниз. И теперь примеряю цветы. Крупный цветок, я уже сказала, он идет самым верхним ярусом у нас. И здесь, что самое хорошее, цветы запеченные, вы можете их касаться. Стебельки у нас свежие, и мы в данный момент можем изогнуть стебелек так, как нам того хочется. Более того, мы можем держаться за головку цветка, и так как она уже запеченная, мы можем давать любое положение проволочки, не бояться, что мы где-то что-то погнем. Получается, крупный цветок, он самый верхний. Справа от него я уложила чуть поменьше цветочек. Опять же, смотрите, дала ему направление в другую сторону, то есть головка цветка развернута. С левой стороны я уложила маленький бутон, стараюсь, чтобы ножки всех наших цветов и бутонов были на одной высоте, и где-то я их немножечко подрезаю, то есть я их примеряю, смотрю, если ножка у нас длинная, беру тонкогубцы и по-живому прям режу, но обязательно запечатывайте нижнюю часть стебелька, потому что там будет голая проволока видна, то есть вы обрезали и пластикой натянули проволочку и закрыли ее. Сейчас я разместила коробочку, и рядом с коробочкой бутончик. И вот маленькие листочки я прикрепляю с правой и с левой стороны, но при этом стебелек внизу остается у нас открытым. Вы можете, если хотите, еще затонировать ножку вашей коробочки зеленой пастелью, как это сделала я, темно-зеленой пастелью. А саму коробочку оставить такого же коричневого цвета. Все, мы можем ставить на обжиг заготовку нашей броши, и после обжига мы будем декорировать обратную сторону. Итак, берем основу металлическую для броши. Сначала на быстросохнущий клей по типу секунды я приклеиваю брошь, как бы наживляю ее, для того, чтобы потом декорировать, и металлическая основа у нас уже не ездила по всей броши, она была зафиксирована в этом месте. Дальше берем жидкую пластику, обильно промазываем и саму металлическую, и запеченную глину, которая находится рядом с этой основой. И дальше накладываем вот так вот 2 листочка маленьких, стеком их прижимаем, там жидкая пластика, они хорошо скрепятся, прижимаем к запеченной глине. Обязательно нужно будет закрыть брошечку, чтобы вот там, где металлический хвостик у брошки есть, сделалось углубление, и потом без проблем можно было закрывать эту брошь. Итак, запекаем мы ее на губке. Предварительно я губку разрезала, сделала такое отверстие, и в это отверстие я поместила основу под брошь, потому что она будет выпирать. Нельзя, чтобы просто положить на основу и запекать. Есть вероятность, что если нагрузка будет идти на какие-то крайние лепестки или листья, они в момент нагрева в духовке сломаются. Все, друзья, ставим на запекание, и после обжига посмотрите, какая у нас замечательная брошь вышла. Вы можете придать капельки росы, если захотите. Если использовали сухую пастель, не пан-пастель, то обязательно еще нужно будет покрывать хотя бы листочки и те места, где вы наносили сухую пастель, лаком. Можно матовым, для того, чтобы сильно это все не блестело. Вот и все. Брошь наша готова. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам поможет не только понять, как работать с вайнерами, но и понять сборку и принцип создания вот таких вот брошей. Вы же можете сделать абсолютно любую брошь, даже не имея такого набора в наличии. На сегодня это все. Я была рада, если этот мастер-класс вам понравился и вдохновил вас на творчество. Удачной вам лепки и до скорых встреч!